Доброе время суток всем, кто заглянул ко мне в гости. И начинаю я этот влог с раннего утра. И обычно моя утренняя рутина – это открыть все ставни и окна и наполнить квартиру свежим утренним воздухом. Если вы когда-нибудь побываете в Италии, увидите, что у итальянцев на окнах обязательно есть или ставни, или жалюзи. Я когда только приехала в Италию, мне так не нравилось видеть эти ставни на окнах, но со временем привыкла и поняла, что это очень удобно, особенно летом в течение дня. Это защищает от жаркого солнца и поддерживает немного прохладу в доме. Затем направляюсь в зал и выхожу на балкон. И мне всегда так интересно, каким рассветом начинается сегодняшний день. Иногда такие краски преподносит нам природа. И я люблю понаблюдать и подышать этим свежим воздухом. Посмотрите, как красиво. Солнышко встает прямо за куполом нашей центральной старинной церкви. Смотрите, сколько птиц сегодня утром летает. Видно вам? И как громко они поют. Но как это может кому-то не нравиться? О, послушайте, как эта птица поет. Обожаю слушать все эти живые звуки. А вот уже и первый поезд тронулся. Прям под моим домом проходит старинная железная дорога, но здесь грузовые поезда не проезжают, только пассажирские. Затем захожу в группу моих родных и здороваюсь со всеми. Так классно, что судьба разбросила нас в разные уголки мира, но каждое утро мы говорим друг другу «доброе утро». И уже такое ощущение, что расстояние между нами не такое далекое. И обязательно нужно заглянуть на каналы. Мне так интересно посмотреть, сколько новых подписчиков и сколько было просмотров. Я еще в начале этого пути и с таким азартом и интересом заглядываю, какие изменения произошли. И пусть цифры еще незначительные, но я все равно радуюсь. Затем отправляюсь на кухню завтракать. Также открываю ставни и окна и перед завтраком пью стакан теплой воды. Это уже стало моей привычкой. Иногда добавляю в воду немного лимонного сока. Ой, девчонки, даже не обратила внимания, у меня тут на столе какой-то сюрприз от Вадима. Бывало, что он возвращался поздно и приносил нам свежих круассанов к завтраку. Он знает местечко, где можно купить их даже ночью. Но на этот раз это не круассаны, а вот такие милые пироженки в виде сердечка. Такие я еще не пробовала. Выглядят очень аппетитно. Он ездил с друзьями на ужин и решил нам сделать сюрприз. Так приятно. Кто первый раз заглянул на мой канал и не знает, Вадим – это мой сын. С одной стороны, так классно, когда дети уже взрослые и самостоятельные. Ему 27 лет. Спасибо Вадику за такой вкусный сюрприз. На душе так приятно. Вроде бы такая мелочь, но это так поднимает настроение. Сейчас приготовлю себе капучино с пенкой и с удовольствием позавтракаю. Съем по половинке, чтобы попробовать и то, и другое, и оставлю и мужу попробовать. Сегодня выходной день, поэтому я наслаждаюсь этими спокойными моментами. Никуда не спешу и могу уделить себе немного времени и создать красивую атмосферу. Я уже позавтракала, а сейчас полью все цветы и базилик. У нас очень жарко, и я его поливаю и утром, и вечером. Ой, смотрите, ко мне тут прилетела божья коровка. В Италии говорят, что это на удачу. Пока я тут поливала, соседка позвала меня с соседнего балкона. К ней прилетела сова на балкон и спряталась между вазонами. Смотрите, какая она хорошенькая. Так хочу ее погладить, но боюсь. Не клюнет она меня своим огромным клювом. Сейчас попробую, но боюсь. Она даже не пытается сопротивляться и улетать. Я никогда не видела сову так близко. Вы посмотрите, какие у нее голубые глаза. Разве у сов глаза голубые? Пока я ее тут гладила, соседка за ставней с другой стороны балкона увидела еще одну. Оказывается, их было две. Смотрите, какая красивая, так хлопает этими глазками. И так странно, что я приближаюсь так близко, а они не пытаются и улетать.
Сейчас и эту попробую погладить. Так прикольно. Такое ощущение, что им сильно хотелось спать. Мы сначала подумали, что это два птенца, которые еще не умеют летать, и, наверное, их оставила мама на балконе. Какой хорошенький. Ну посмотри сюда. Ну посмотри сюда. Ну посмотри сюда. Ничего я тебе не сделаю. Они целый день просидели у соседки на балконе с утра до вечера, и когда под вечер стало немного прохладнее, они улетели. После завтрака я решила посадить несколько отростков, которые мне дала знакомая. У нее такой огромный цветок, ей пришлось очистить его немного, иначе уже в вазон не помещался. Так разросся. И пока я буду садить цветы, хочу с вами поделиться моим огорчением. Этот влоговый канал я открыла в мае этого года, совсем недавно. А вот моему кулинарному каналу уже больше года. И чтобы вы понимали, блогеру, чтобы начать зарабатывать, нужно набрать как минимум 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров. И это не так уж и мало. Я целый год шла к этому результату. Сначала я начала как хобби выпускать видео. Начала учиться снимать, монтировать, подбирать музыку, озвучивать, публиковать. И многому меня научил сын. И до сих пор я учусь многим нюансам. И мне очень нравится этим заниматься. Но на это уходит очень много времени. Я думаю, что просто ради хобби никто не будет тратить на это столько времени. Я стала надеяться что-то зарабатывать с канала. Эти цветочки я уже посадила, а теперь пересажу еще и вот этот, ему уже совсем тесно в этом вазоне. В общем, продолжу вам рассказывать. За год я выпустила 100 видео. И когда я через год подключила монетизацию на кулинарном канале, оказалось, что половину моих видео я не могла монетизировать из-за своей неопытности и неправильно выбранной музыки. Мне так было обидно, девчонки. Я столько труда и времени вложила в эту работу. Я 2 дня плакала. Потом взяла себя в руки, успокоилась и решила постепенно буду удалять видео с канала, подбирать другую музыку, заново озвучивать и публиковать по новой. Просто обидно, что многие видео уже имели много просмотров, а сейчас их нужно публиковать с нуля. Хотя в программе, которой я монтирую, я плачу за музыку, но через аккаунт сына. Или произошла какая-то путаница, я еще толком не разобралась, в чем дело. Так что если вы подписаны на мой канал и увидите, что я публикую повторно один и тот же рецепт, то будете хотя бы знать, по какой причине. И всем начинающим блогерам говорю, будьте повнимательнее, не совершайте моих ошибок, узнавайте все получше. Я уже и этот цветок пересадила, а сейчас полью и протру все листочки влажной тряпочкой. Что-то у меня сегодня вдохновение появилось заняться цветами. Я уже протерла каждый листочек, смотрите, как они блестят. Нужно еще эту огромную пальму пересадить, но это уже мы сделаем вместе с мужем. Затем мы с мужем поехали в Витербо. Нам нужно было купить кое-что для дома. И так как у нас в магазинах еще действуют летние скидки, решили походить по магазинам, посмотреть, что там есть интересненького. Ехать нам 20 километров до Витербо, но там больше магазинов и больше выбора, поэтому в основном мы всегда туда ездим за покупками. Вот мы уже и приехали. Я не знаю, как вы, а мне такое удовольствие достает ходить по магазинам, где продают все для дома. Ходили мы по разным магазинам, но давайте покажу и вам всю эту красоту. Обычно я вдохновляюсь, смотря на все эти витрины, разные сервировки, декор. Может, и вы вдохновитесь и захотите повторить что-то подобное. Я смотрю, сейчас очень много черной посуды. Все так стильно, красиво. Здесь вместо скатерти постелили 2 дорожки, тоже красиво получается. Обращаю внимание всегда на элементы декора. Здесь смотрите, какая сервировка. Снова черные тарелки и квадратные. А это уже с белой посудой. Напишите, какая вам сервировка больше понравилась. Боже, девчонки, смотрите, какую красоту я увидела возле магазина на улице. Как я могла пройти мимо?
Как цветет этот кактус, какая красота! Вы посмотрите, какие они огромные! И сразу 5 штук, прям как корона сверху. Очень красиво! А еще возле парковки растет такая огромная ель, и посмотрите, какие у нее интересные шишки. Такие необычные, сейчас я вам покажу поближе. Правда необычные? Или они просто еще молоденькие? Мне почему-то так захотелось их потрогать. А еще в Италии часто можно встретить такие небольшие постройки с разными святыми. Итальянцы вообще очень религиозный народ. Пойдемте я покажу вам, как они оформили внутри. Так интересно. Здесь даже колокол есть. А пойдемте я вам покажу, какие тут красивые пальмы растут. Смотрите, какие красотки. Все так ухожено, и мне, как всегда, нужно все потрогать. Походили по разным магазинам, я уже не стала все снимать, и тут мы уже возвращаемся домой. Купила много разной мелочи для кухни, и на скидках нашли много чего интересненького. Ой, смотрите, девчонки, дикие кабаны, прямо на Круговой, и спокойно себе едят травку. Это огромный минус Италии. Их за последнее время очень много развелось, и из-за них на дорогах столько аварий случается. Да и на земельных участках и плантациях они приносят огромный ущерб. Так как у нас есть небольшая плантация лесных орешков, пришлось по всему периметру участка провести электрический провод, чтобы хоть как-то защитить урожай от них. Но он их не убивает, а просто отпугивает, и то они умудряются иногда его оборвать. А охота на них разрешается только в некоторые периоды. Это стало огромной проблемой в Италии. Мы уже дома. Купили мороженое с вишнями. Сейчас поем и потом поеду к моей сестре за город. Мама сказала, что много баклажанов и кабачков. Соберу, нужно будет что-нибудь приготовить. Я уже приехала к сестре. Вот она, моя коробочка. Маленькая, зато везде припаркуешься. Смотрите, какой классный навес Анжелка купила для машин. Кажется, они его купили на сайте Amazon. Прикольно, правда? Пойдемте, я вам покажу ее красоту в палисаднике. У нее еще цветут гладиолусы. Красивые. А георгины какие огромные. Еще и такие яркие, малиновые есть. Тоже красивые. А эти гладиолусы какого ярко-оранжевого цвета. Очень красивые. И такие крупные. Кто очень любит цветы, оставьте цветочек в комментариях, так я пойму, кому нравится больше эта тема. А тут мы уже начали собирать кабачки и баклажаны. В этом году на кабачки и баклажаны был хороший урожай. А эти, смотрите, какие маленькие, такие прикольные. И у нас уже утро следующего дня. Я вчера целый вечер жарила баклажаны. Сейчас я вам покажу, как я готовлюсь к зиме, пока есть много своего урожая. Смотрите, сколько баклажанов я нажарила. Смотрите, сколько здесь слоев. И между слоями я стелила бумажное полотенце, чтобы немного впитывалось лишнее масло. Уже было поздно, они еще были горячие, и я не могла убрать их в морозилку. А сейчас распределю по пакетикам и уберу в морозилку. Кто из вас еще так не пробовал заготавливать на зиму? Из них такие вкусные запеканки получаются. Заполняю вот такие пакетики, это очень удобно и занимает мало места в морозилке. Мне кажется, такие пакеты уже можно найти в любом магазине, не только в Икее. Разберусь с баклажанами, а потом буду жарить кабачки таким же образом и покажу и вам, как я их готовлю. Кстати, девчонки, на моем кулинарном канале уже есть видео запеканок из кабачков и баклажанов. Но для удобства я вам оставлю ссылочки на эти рецепты в описании под видео. Запечатываю пакетики, подписываю и убираю в морозилку. А теперь приступим к кабачкам. Нарезаю кабачки шириной в 5 мм. Вот таким образом. А теперь в салатник насыпаю немного муки. А в другой салатник разбиваю несколько яиц. Все, конечно, зависит от количества кабачков, которые вы будете жарить. Затем присаливаю и немного взбиваю вилочкой.
Затем в сковороду наливаю достаточно масла. Жарю я на подсолнечном масле. Пока масло нагревается, обваливаю кабачки в муке. Вот таким образом. На блюдо стелю бумажное полотенце и приступаю к жарке. Опускаю кабачки в яичную смесь и на сковороду. И жарю с двух сторон до золотистой корочки. И выкладываю их на бумажное полотенце. Затем присаливаю. И готово. Кабачков у меня было много, смотрите, сколько я нажарила. Уже и я была жареная, не только кабачки. Одну тарелку оставлю моим, так есть, они их очень любят. Смотрите, какие они аппетитные. А остальным дам остыть и также отправлю в морозилку. Кабачков также у меня получилось 3 крупных пакета. Подписываю и убираю. Девчонки, на моем кулинарном канале уже собралось достаточно рецептов из кабачков и баклажанов. Да и не только, так что если вам интересно, заглядывайте. Ссылочку на мой второй канал найдете в описании канала. А теперь давайте покажу вам мои покупочки для кухни. Смотрите, сколько всего я купила. Девчонки, кто из вас такой же любитель разной кухонной утвари, как и я? Купила разных шпажек для приготовления канапе, и стоили они по 1 евро за пакетик. Еще вот такой интересной формы. Еще взяла бумажных формочек для выпечки, взяла 2 размеров. И эти стоили по 1 евро. Здесь 120 штук, они немного поменьше. А здесь 100 штук, они немного покрупнее. Будем вместе с вами печь разные кексики и маффины. Еще взяла вот такую стильную фруктовницу, стоила она всего лишь 3 евро. У меня есть похожая, но поменьше, но иногда мне ее не хватает. Взяла и эту покрупнее. Смотрите, как в ней красиво выглядят фрукты. Правда? Мне так нравится. Еще взяла вот такую форму для выпекания. Ее размеры 39 на 24 и стоила она 7 евро. Взяла вот такой классный нож всего за 2 евро. Мне понравилась его форма. И понравилось, что у него черная ручка. Взяла такие формочки для выпечки по 1 евро за упаковочку. В каждой упаковке 5 штук разных размеров. И мне понравилось, что они не ярких цветов. Еще купила упаковку кондитерских мешков. 15 штук в упаковке за 1 евро. И еще 3 насадки разной формы. Это вообще даром. Еще взяла металлическую форму для кексов на 12 штук. Ее размеры 27 на 35. Это магазин Маурис. Купила вот такие красивые стаканы. Мы их используем на каждый день. Но у нас осталось 2 стакана, поэтому докупила. Мне так нравится их форма. Даже просто воду пить с них приятно. Для тех, кто из Италии, мы находим их в Виперкопе. Еще нашла вот такие свечи. Вы знаете, как я люблю зажигать свечи. Мне понравилось, что они такие лаконичные и стильные. Будем создавать атмосферу. Это черные с ароматом просекко. У нее 1 фитиль, и мне понравилось, что они в стеклянных баночках. И такие тяжеленькие. А это белая с ароматом жасмина, и у нее 3 фитиля. Знаете, какую мне бы еще хотелось свечу с деревянным фитилем, которую, когда зажигаешь, она прям потрескивает. Я уже представляю, какую классную атмосферу она создает. Показала вам все мои покупочки для кухни, а сейчас все перемою и разложу по местам, и буду пользоваться с удовольствием. Девчата, напишите, кому еще столько удовольствия приносят покупочки для дома. И если вам нравится видео с такой тематикой, мне было бы так интересно почитать ваши комментарии. У меня нет посудомоечной машины. Я еще думаю, нужна она мне или нет. Но новиночки мои я с удовольствием мою вручную. А мои покупочки на скидках, одежду и обувь я все-таки покажу вам в следующем видео, чтобы сильно не растягивать этот влог. Так что подписывайтесь на канал. Буду рада новым гостям. И мы будем уютно проводить время вместе, создавать красоту, ездить на прогулки, готовить разные вкусные блюда, да и просто общаться.
Я уже все хорошенько перемыла, расставила по местам и вытираю насухо раковину. И на сегодня хватит работать. Я надеюсь, вы приятно провели время со мной. И надеюсь, была вам полезна. А за окном у нас уже вечер. Пойдемте я покажу вам, каким красивым небом заканчивается сегодняшний день. Смотрите, какое розовое небо. Под вечер часто так бывает. Красиво, правда? Встретили этот влог солнышком, а провожаем луной. И на этом я с вами прощаюсь, и всем, кто смотрит этот влог вечером и отправляется отдыхать, говорю спокойной ночи. Всем пока-пока и жду вас в следующем влоге.